Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на обзоре очередная новинка от компании Xiaomi. Это автоматический ночник. Оформлен он, как видите, в традициях гаджета умного дома Xiaomi, но при этом это устройство не является частью умного дома, как являются все остальные датчики. Оно работает само по себе абсолютно автономно. И что же оно из себя представляет, я постараюсь рассказать вам в этом обзоре. На задней стороне у нас расположены технические характеристики устройства, из которых можно почерпнуть следующее. Два уровня яркости 0,7 люмена и 3,8 люмена, очевидно настраиваемые. Дальше размеры 84 на 84 на 36 мм, вес 141 грамм и мощность 0,25 ватта. Все, что удалось разобрать среди этого большого количества иероглифов. Здесь у нас фотография устройства, и здесь у нас логотипы Xiaomi и вот этот щит Mijia. Приступим к вскрытию. Кстати, устройство, что интересно, пока буду открывать, немножко расскажу. Появилось в пресейле довольно давно, я на него обращал внимание. И, если я не ошибаюсь, 21 июля появился, по-моему, на Фейсбуке я увидел, на странице Гербест по-русски, в Фейсбуке увидел купон, который давал скидку, по-моему, стоил 11,99 по этой скидке. Так как я все равно собирался покупать эту подсветку, я решил, думаю, возьму-ка я по пресейлу по купону и уже подожду, когда оно появится. И как не было, как ни странно, буквально через 5 дней, 26 июля, я получил уведомление о том, что заказ отправлен. И действительно отправили, и 5 августа я уже получил этот светильник. Видите, вот такой он круглый. То есть он, в принципе, достаточно быстро доехал ко мне, хотя даже после того, как я уже его приобрел и ко мне ехал этот светильник, он все равно находился еще в стадии пресейла. Итак, смотрим, что у нас в комплекте. Сам светильник, какая-то штуковина и 3 батарейки формата ААА. Вот такой вот у нас комплект. Очевидно, что светильник от них питается, и Xiaomi не пожлобились положить, кроме всего прочего, и батарейки, за что им респект и уважуха. Так, здесь у нас еще есть что-то вроде инструкции. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Все на китайском. Батарейки. Здесь рассказывается, как ставить батарейки. Здесь у нас показан переключатель яркости. Здесь крепление какое-то, я понял, как оно ставится. Так. Можно также, я понял, вот эта штука позволяет. Вот у нас сзади, я так подозреваю, что-то вроде скотча должно быть, насколько я понимаю. Эта штука позволяет, приклеив его сюда, просто его вешать, как вот на гвоздь какой-то, я знаю. Давайте приступим к открытию, вскрытию, так сказать. Так, здесь у нас, я так понимаю, липкая основа, я пока ее снимать не буду. И давайте сейчас попробуем его как-то открыть. Так, здесь также сейчас у нас, я сниму все эти пленочки. Не люблю я эти все пленочки, сейчас я их сниму. Так, смотрим. Здесь у нас на передней части логотип Mijia, вот этот щит. Здесь у нас есть риска. Это у нас, судя по всему, вот так. Здесь замок, посмотрите. Сейчас постараюсь навестись. Вот это открыть-закрыть, это вот задняя часть светильника, которая клеится на стену. Так, вот этот круг, это, судя по всему, двусторонний скотч, сейчас я проверю. И здесь вот на таких зажимах крепится. Внутри светильника, обратите внимание, отсеки для 3 батареек формата АА и переключатель. Здесь 2 солнышка, маленькое солнышко и большое. Поставим пока на большое солнышко. Ну что, давайте долго не будем, как говорится, жевать сопли. Ставим батарейки и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Также проведем полевые испытания. Опа, и загорелось. Кстати, можно оценить уровень свечения, и это маленький уровень свечения.
Вот так. Давайте, наверное, я сейчас попробую смоделировать нахождение в темноте и сработку датчика присутствия или датчика движения. Вот здесь в инструкции нарисован даже вот его угол срабатывания 120 градусов. И длина 2-3 метра и 5-7 метров вот этот вот большой радиус. Давайте сейчас я установлю и проведем полевые испытания. Итак, для эксперимента я установил ночник возле стены. Сейчас я отключу свет и попробую мимо него пройти. После того, как ночник зажжется, я включу секундомеры, засечем время, которое будет он светить. Я иду. Засветился, я стартанул секундомер. Так, и посмотрим, сколько он будет светиться. Так, сейчас я наведу резкость на секундомер. (20 секунд). Второй эксперимент. Попробую пройти мимо светильника при включенном свете. То есть он нормально отрабатывает включенный свет и темноту и включается только в темноте, что на самом деле положительно сказывается на жизни элементов питания. Теперь я попробую замерить уровень освещения. Сейчас стоит режим, так сказать, большого солнышка. Я вот включился подсветка и попробую зафиксировать значение буквально вот здесь рядом. Задержать. И что у нас показывает? 28 люкс у нас показывает люксометр. Сейчас я покажу. Так, люксометр 28 люкс он показал, замеренный. Кстати, при включении света он выключился, но не сразу. Очевидно, он выключился через 20 секунд после включения. Но зато теперь при свете он не включается сам. Теперь давайте я попробую поставить его на режим минимального света и посмотрим, какая тут будет разница. Режим минимального света провожу рукой, сразу он у меня срабатывает. Так, и пытаюсь что-то словить. Есть показания и hold. Итак, здесь всего вот показываю 2 люкса, значительно меньше. Но при этом, если говорить о подсветке в темноте, ну, я хочу сказать, что в полной темноте даже такого освещения будет вполне достаточно, чтобы не врезаться в какую-то там табуретку какую-то, в дверь или что-то еще. И при этом он не будет такой свет резать глаза. Несмотря на то, что подобных вариантов решений достаточно много подсветочек, все-таки мне хотелось иметь что-то в общей стилистике все-таки с гаджетами умного дома Xiaomi, так как у меня их много и по всей квартире. И я думаю, это будет лучше как-то с ними коррелироваться, чем какой-то вот светильничек, там непонятно какой. Ну, в общем, нравится мне вот эта штука по своему дизайну. Работой ее я удовлетворен. Срабатывает четко, только когда нет освещения. Освещение дает достаточно, чтобы ночью никуда не врезаться, а больше как бы ничего и не нужно. Вот. Единственное, что я еще проведу испытание уже в том месте, куда я его определю. Я еще до конца не решил, у меня есть пару кандидатов на повешение, так сказать, где я буду вешать этот светильник. Еще надо будет определиться с ее мощностью свечения. Я вообще изначально думал, что светить он будет на максимальной мощности, но убедился в том, что и минимальной мощности вполне достаточно, чтобы осветить довольно большой участок дороги в квартире. Вот. В целом устройством я доволен, могу смело рекомендовать к покупке. Опять же, купоны на него часто бывают, то есть за около $12 я считаю, это вполне справедливая цена для такого вот красивого, качественного гаджета в общем стиле гаджетов Xiaomi. Спасибо, что смотрели мой обзор. Если вам понравился, ставьте лайк. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях.